Всем привет! Сегодня поговорим о шаровых кранах из полипропилена производства RTP. Если монтаж трубопровода выполнен из полипропилена, то вполне логично, что и запорная арматура должна быть выполнена так, чтобы ее можно было удобно сваривать с трубой. Оптимальным решением для этого является шаровый кран из ППР. Кран, корпус и ручка которого выполнены из полипропилена. Надеюсь, в предыдущей фразе я вполне доходчиво пояснил для тех, кто, возможно, вообще далек от сантехники, что не весь кран из пластика, а только корпус и ручка. Механизм, находящийся внутри, ничем не отличается от механизма латунного крана. Но обо всем по порядку. Все фитинги, производимые RTP, имеют номинальное давление PN25. Разумеется, это относится и к запорной арматуре из ППР. Выходит, что корпус крана выдерживает давление такое же, что и самая прочная ППР труба. И такое же, как наш латунный кран со стандартным проходом PN25. И это более чем достаточный запас прочности для запорного элемента на ППР магистрали. Хочется заметить, что номинальное давление этого крана даже больше, чем у заполонивших рынок латунных кранов PN15 и тем более PN10. Теперь о начинке корпуса крана. Как я уже сказал, внутри стоит запорный механизм, аналогичный запорному механизму нашего латунного крана. И состоит он из латунного штока с двумя уплотнительными кольцами из этилен-полипропиленового каучука, обладающего износоустойчивостью и хорошей уплотняющей способностью. Главного запирающего элемента – хромированного латунного шара. Вместе соединения его с корпусом стоят тефлоновые уплотнительные кольца. Хочется заметить, что весь запорный узел без облегчения, то есть в металлических деталях нет лишних выборов, которые утончают их стенки и могли бы снизить прочность. Шток впаян в корпус, который полностью повторяет по контуру форму штока и имеет сужение, которое обеспечивает защиту от гидроудара и надежное удержание штока в корпусе. Производство кранов происходит в несколько этапов. Сначала в полипропиленовый бокс-бочонок вставляются тефлоновые уплотнительные кольца, потом в него закладывается запирающий шар. Шток с уже надетыми на него каучуковыми кольцами вставляется в специальное отверстие в боксе до фиксации в прорезе шара, и бокс закрывается. Весь этот механизм в сборе позже устанавливается в форму термопласт автомата, и вокруг него под давлением расплавленным полипропиленом выливается корпус. За счет температуры расплава плавится и бочонок, делая соединение корпуса крана и механизма монолитным. Отдельно изготавливается ручка и синие и красные цветные вставки. Ручка надевается на шток и крепится к нему болтом. Полипропиленовые краны производства RTP выпускаются в двух цветах – белом и сером, диаметром от 20 до 63 мм. И делятся на полнопроходной кран и кран со стандартным проходом. У последних есть вариант исполнения ручки бабочка, а полнопроходные краны есть с резьбовым соединением внутренним и внешним. У них в корпус впаяна латунная закладная. Подытожим. Полипропиленовый кран своим внутренним механизмом повторяет латунный. Корпус крана имеет номинальное давление PN25, что значительно выше целого ряда бюджетных латунных кранов. ППР-кран является оптимальным решением для систем, смонтированных из полипропилена. Для перехода от крана к металлическому узлу системы используется кран с латунной закладной. На этом все. Подписываться тут, вопросы там. Пока.